Всем привет из Камбоджи! Привет, друзья мои! Вы на канале Галя из Камбоджи. Я Галя, а я сегодня в гости приехала. Андрей, можно? Можно, Андрей. Всем Андрей. привет. Знаете, чем он занимается? Это человек, который приехал в Камбоджу и устроился на самую настоящую работу в Камбодже. Полностью официально по контракту. Так можно. Сегодня подробно про это расскажем. Друзья мои, мы будем с вами сегодня по-богатому гулять. Мы в 5-звездочном отеле, там, где работает Андрей, и он нам проведет экскурсию, все покажет. Покажем все, абсолютно Отлично. все. Поехали с нами. Вы путешествуете с дивана, а потом приедете в Камбоджу и сюда заселитесь. Ждем всех в гости. Ура! Погнали! Андрей, Я. расскажи, пожалуйста, как вообще люди попадают в Камбоджу? Во-первых, откуда ты? Ну и, конечно, самый интересный вопрос, как ты сюда, почему Камбоджа, как можно вообще приехать, додуматься приехать в Камбоджу? Один вопрос содержит в себе много-много подвопросов. Давай начнем, наверное, с самого начала. Последние 15 лет я жил в Москве, работал в сфере диджитал-маркетинга, аналитика данных, интернет-рекламы в общем и целом. Причина переезда банальная. Жил в Москве на станции метро Тульская, и все было хорошо. Жил я на 9 этаже, но напротив начало строиться здание под названием Мангазия. И когда оно достроилось до 9 этажа, мне стало немножко некомфортно проживать свою жизнь совместно со строителями, слышать по ночам «Михалыч» и прочие вот эти вещи. Я пошел, соответственно, искать, куда квартиру переехать, и обстановка по ценнику в России, ну, из того, что я нашел, то есть бабушкины варианты за 1000 баксов как-то меня особо не устроили. Прикинул, подумал, можно было переезжать куда-то в другой город, но до этого я путешествовал по Азии, у меня здесь в Камбодже живет несколько знакомых, мы пообщались, да, они живут в Пномпене, не в Сием-Рипе. И обсудили мои скиллы, и что я умею вообще, насколько здесь это интересно. И мне вот ребята положили зерно, вот эту идею в голову о том, что диджитал-маркетинг, маркетологи и реклама, они нужны везде и всем. Это правда. Было это, получается, в 2024 году первое. У меня был очень плохой английский. Сейчас он не лучше. Да, но... Даже так можно? Я взял быка за рога, я нашел учителя, и целый год я занимался английским. Три раза в неделю. Нет, это было удаленно. У меня учитель, Виталик, тебе привет, если посмотришь. Он жил в Волгограде, и 3 раза в неделю мы созванивались. И, соответственно, начинали с чего-то простейшего, потом изучение времен, потом различные правила, структура. Но ты еще находился в России, в Москве? Да. Я учился в России. И я готовился, мне прям хотелось, ну, знаешь, не очень приятно, когда вы сидите там с ребятами в ресторане, и ты просишь помощи, помоги мне там заказать, или, блин, помоги мне там, как найти палочку для зубов, вот это ну, вот да. все. Ощущаешь себя каким-то ребенком, но ты же уже давным-давно не ребенок, понимаешь? Поэтому пришлось взять быка за рога, я занимался, уровень владения английским повысился, то есть я могу как-то излагать свои мысли, я могу слушать подкасты, я в целом могу понимать, да, что говорится. Но, конечно же, идеал, он практически недостижим. Ну, с языком, как всегда. Да, и по моим наблюдениям, ну, по моим ощущениям, чтобы выйти на уровень, как говорится, C1, ну, мне надо еще годик, может быть, 2, но это уже плотно каждый день общаешься вот здесь вот с ребятами, здесь все на английском. На русском говорю в этом отеле только я. Ага. И некоторые гости. И некоторые гости, да, которые заезжают из России, из стран бывшего СНГ. Так, а как Камбоджа-то все-таки нарисовалась? Ты знаешь, я до Камбоджи в Москве, у меня был период, я работал 5 лет без отпуска. Была пара больничных, вот я руководил отделом менеджеров, и в какой-то момент, ну это классика, не отдыхаешь, я выгорел, уволился, сел, получается, на самолет и улетел путешествовать по Азии. Класс. Первая моя страна, где я путешествовал, был Вьетнам. Это очень большая, и после Москвы Вьетнам, ты знаешь, ну, он прям похож на Москву. Больше всего мне там запомнилось, если ты хочешь перейти дорогу, тебе надо ее перебегать, тебе надо что-то делать, ну, в общем, как-то проявлять себя, тебя никто не пропустит. Очень агрессивная такая среда, но очень добрые люди. Значит, проехал весь Вьетнам и заехал сюда, в Камбоджу, и с ребятами здесь, в Пномпене, познакомился. Собственно, вот то, про что уже рассказал, обсудили, что было бы интересно. Вернулся в Москву, английский, после этого чуть-чуть некоторое время работал удаленно вот с Тульской.
И в ноябре 2025 года купил билеты, и все, я релоцировался сюда с идеей, и, ну, собственно говоря, с целью. Мне надо найти себе работу. В целом было плевать, какую работу, это абсолютно не важно. Да. Я бы даже пошел и барменом, и официантом. По логике вещей надо приехать и за что-то зацепиться. Ну, как видишь, кто ищет, тот всегда найдет. Мне повезло. Я откликался на много-много вакансий. Чуть-чуть попозже Как ты расскажу. вакансии искал? О, это чуть давай отдельно разберем Хорошо. вопрос. Это немножечко другая планета. Вот я познакомился с владельцем этого отеля. Ее зовут Элейн Ян. Очень крутая женщина, очень крутая. Она, ты знаешь, это противоположность классическому русскому боссу. Русский босс, который сидит, всегда от тебя что-то требует. Она очень добрая, у нее очень большой опыт профессиональный, то есть по отелям у нее очень много проектов здесь. И, собственно, вот эта вот выжимка ее опыта, когда она поняла, что хочет свой отель, она вот построила TUI Blue Anchor Grace, где мы сейчас с тобой находимся. Супер. Переговоры у нас были достаточно быстрые, но я не могу сказать, что мы сразу прям обо всем договорились, потому что нужно было понять, чем мне здесь заниматься, как мы можем применить мои скиллы, собственно, какие условия по работе, какие от меня ожидания, какие ожидания мои от Элейн. Пойдем здесь. Пойдем. Ну и где-то переговоры у нас были порядка 2 недель. Сначала в Пномпене, потом я прилетел сюда, тоже посмотрел, походил здесь. Это действительно настоящий отель. И все, я подписал контракт на 2 года и работаю сейчас здесь. Класс. Андрей, очень волнует всех моих зрителей вопрос постоянный, как найти работу в Камбодже. Ты человек, который смог это сделать. Можешь поделиться опытом, пожалуйста? Да, без проблем. И я думаю, что это универсально абсолютно для всех стран, не только для Камбоджи, то же самое в Тае, во Вьетнаме, Филиппины, вся Азия, Европа. Все это работает на текущий момент в том ключе, что тебе надо найти выход в первую очередь, на HR-менеджеров, на людей, которые постоянно публикуют какие-то вакансии каждый день. Ты специалист по персоналу. Да, специалист по подбору персонала. Есть еще деление, есть HR, это Human Resources and Acquisition, если я правильно произношу. Записывай. Да. Начал я готовиться еще в России, я добавлялся в друзья на LinkedIn всем камбоджийским, значит, HR, кто работает, и потихонечку. То есть прям, если у него стоит в графе HR, ты просто... Вообще, ты даже не заморачиваешься, ты не смотришь на тематики, Привет, ты не смотришь... Андрей. Да, ты не смотришь ни на тематики, ты не смотришь на компании, где он работает, тебе надо набрать вот эту какую-то критическую массу из специалистов. Это LinkedIn. Да, LinkedIn, которые каждый день постят эти вакансии, и ты уже, отталкиваясь от того, что ты видишь, ты либо откликаешься, понимаешь, что может быть полезен, либо ты просто скипаешь и сидишь, скроллишь ленту дальше. Также есть, я тебе скину несколько местных локальных сайтов, там, как правило, То есть выставляются... камбоджийские. Да, именно камбоджийские, от крупных камбоджийских компаний, куда я вот не смог попасть, это банки и телеком-компании. Класс, это будет очень полезно. Я напишу в описании к видео, как обычно, эту полезную информацию. Да, я по этим сайтам рекомендую их держать как дополнительный какой-то путь по возможности найти работу. Основная масса все равно она варится здесь, в LinkedIn. Это мы конкретно про Камбоджу говорим. Дальше я набрал, значит, эту базу своих, получается, нетворк, да, базу из специалистов, кто каждый день постит эти вакансии, и я начал на них потихонечку откликаться. Я тебе обещал рассказать про мой самый худший день в Камбодже. Значит, как это вообще происходило? Первую неделю, когда я искал когда я откликался, я делал это после переезда, я жил в еще плюс-минус московском графике, то есть просыпался я где-то там в 10-11 по местному, завтрак, там, спортик туда-сюда, после этого начинаешь откликаться. На первые, наверное, сотню моих откликов замерял эффективность, что я имел. Ни одного ответа. Абсолютно мне никто не отвечает. Вообще никто. Сколько примерно ты отправил? Ну вот на первые сотни. Я, как правило, да, я запустил этот спринт, просто откликаешься, делаешь, после этого замеряешь эффективность. И, да,
То есть у меня абсолютно все безрезультатно. Люди либо не читают, не отвечают, или самый худший кейс, когда люди читают, но не отвечают. Мгм. Вот. Пошел в аналитику, значит, что я делаю не так, что неправильно. Первое, что понял, я отправлял первое, знаешь, такое длинное welcome письмо: привет, я Андрей, переехал, давай сотрудничать, могу быть полезен, бла-бла-бла, все дела. И Могу прикреплял копать, могу... а, Или ты конкретно на какой-то должность? конкретно на какие-то должности всегда персонализировал. То есть я видел вашу вакансию, там, digital marketing Ага. менеджер, вот, считаю, что я могу быть полезен, вот такую вот портянку расписывал и сразу прикреплял резюмешку. Ни одного. Круто. А, Даже плохого я имею в Да, виду. даже типа, плохого. То есть, хорошо. да, меня больше всего вымораживало и подбешивало, что как бы достаточно большое количество людей, там порядка 21 HR, они это прочитали и не ответили. Это прям такой хороший панч по самолюбию, по самооценке. Ну, бог с ним, дело не в этом. Значит, что я делал не так, да, я отправлял большое вот это вот первое сообщение и сразу же прикреплял свое резюме, которое из России выкачанное с HeadHunter. Оно у меня достаточно большое, и, по сути, такая тоже... Я учился в школе Да, да, 36, в городе родился такого-то, таком-то. Здесь у меня были такие-то обязанности, такие-то В школе результаты. получил 5 граммов. Да, 6 граммов. Это есть время. Нет, ну, там как бы именно по деталям, то есть у меня большая текстовая портянка сообщения и дополнительная текстовая портянка — это моя резюмешка. Все, это уже можно про это забить. Забыть, да, и забить. И второе, значит, по Азия. Азия, она сама по себе просыпается очень рано. И когда ты... Сколько? Ну, я думаю, часов с 6-7 здесь начинают работать люди в все офисные вакансии, особенно для HR, это с 8 до 9 начала рабочего дня. Собственно, чего я хотел, отправляя свои резюмешки уже в обед или после обеда людям, которые на текущей жаре, они с утра набрали себе пул из кандидатов и работают по ним. Вот это главный ответ, почему люди читали, но не отвечали. Это супер ценная инфа сейчас для тех, кто хочет найти себе работу в Юго-Восточной Азии. Да, надо просто понимать текущие реалии, потому что люди начинают работать рано, и, в принципе, активная какая-то фаза, как и у меня сейчас происходит, сложные какие-то задачи делаем с утра, уже какую-то рутину, какой-то творческий креатив, это на после обеда, когда ты уже подустал. Ну, собственно, сказано, сделано. Резюмешку я переделал, значит, из вот этой большой портянки текста я ее чуть-чуть креатива добавил. Она у меня в формате как будто бы газетный лист. Здесь у меня скиллы, здесь опыт работы. Она короче, но при этом она не утратила там саму суть. То есть, что я умею, что могу, чем могу быть полезен для бизнеса. И да, я поменял свой скрипт получается, по откликам. Это в Телеграме есть такой функционал — отложенные сообщения. Когда ты не просто нажимаешь, а зажимаешь кнопку «Отправить», ты можешь выбрать какой-то конкретный... Хитрый. Он, решил не вставать с утра пораньше. Есть такое, да. Ага. Что я сделал? Я набрал следующий пул из вакансий, которые мне были интересны, или где я считал, что я могу быть полезным. И это было порядка 50, там, 40 плюс или около полтинника в таком ключе, то есть, чтобы что-то тестировать. Это прям Камбоджа. Это Камбоджа, И только по Камбоджа. городам? В каком-то одном городе или вообще только Камбоджа? А нет деления по городам. Это, то есть, ну, как бы вот HR то, что постят, я же говорю, я был готов идти хоть барменом, хоть официантом, лишь бы зацепиться, поэтому для меня переезд там, условно, из Пномпеня в другой город, вот мы сейчас в Сиемрипе, но это не проблема. Значит, поставил я всех этих отложек на раннее-раннее утро, все уже засыпал, такой, думаю, ну, знаешь, когда это какой-то новый тест, что-то интересное, ты ждешь результатов. Я не знал, что следующий день будет мой худший день в Камбодже. Отложки были поставлены по времени где-то там с 7:40 до 8:30, чтобы не разом все улетало. И вот на следующий день, почему он худший? Вот когда полетели эти отложки, мне начали приходить ответы, я в этот момент еще спал, и просто телефон вибрирует, ты просыпаешься, видишь сообщение, то есть на мой отклик: «Привет, я Андрей, хочу быть полезен», тебе там не пишут ни привет, ничего, просто фразу «No expat», «No foreigner», «Don't have a quote for foreigner». И то есть нет иностранцев. Да, то есть это только для локальных жителей, и как бы я, то есть пока я спал, но я уже проснулся, я получил там порядка больше 20 отказов просто. И как бы... ты же хотел обратную связь. Я хотел обратную связь, я ее получил. Будь осторожен со своими желаниями. После этого заснуть уже не получилось, то есть я лежал так, я смотрел в потолок, очень большой удар по самолюбию, по самомнению, меня про это не предупреждали, это какой-то отдельный фактор, который был за гранью моего понимания, за гранью моего мира.
Достаточно обидно это. Обидно, Я ну, понимаю. когда действительно готов работать даже буквально за плошку риса, что-то показать, но просто по текущим реалиям ты не попадаешь. Но, как говорится, кто ищет, тот всегда найдет. Ты получил первые там 20 отказов. Какие-то уже на моменте моих откликов у меня завязались уже диалоги. Привет, расскажи. Я был на собеседовании в компании Adidas. Это вот тоже вот с этой рассылки. Значит, провел его отвратительно. То есть я его буквально завалил. А что там было? Расскажи, как собеседование проходит в Adidas? Компания Adidas, там Ты вакансия на кого-то? Digital Marketing Manager, но без описания каких-то деталей, то есть нужны специалисты, кто умеет делать рекламу в интернете. Ну, я думаю, я подхожу, туда поехал, очень крутой офис, очень крутое здание, очень крутой район, все это в Пномпене. Приехал вовремя тоже, это было ранее с обед, по-моему, в 8:30 или в 9 утра. И он изначально пошел не очень хорошо, потому что я не очень хорошо понимал HR, который меня собеседовал. И вот здесь Он уже... местный был? Да, это местный. Как бы это еще полбеды. Там сама суть этой вакансии в том, что у Adidas, я так понял, есть какое-то количество спортзалов в Пномпене, и нужен человек, который нормально настроит под них маркетинг и как-то настроит приток свежих людей, свежих клиентов до них. На чем я засыпался, на чем я зарезался, мне задавали вопросы, там, условно, там, объясните разницу в ваших маркетинговых стратегиях для района, там, пусть будет BKK1 и какой-нибудь Туол, местечковый, да, я не знаю где. Где-то наверняка много там универов, а где-то наоборот, знаешь, какой-то там лакшери, какие-то виллы, и это абсолютно другие подходы. Я, знаешь, вот по-российски, все, делаем рекламу, идем делать на спорт. Facebook, Да. И как бы, ну, никому не нужен этот маркетинг, просто пойдем в Facebook покупать показы, это полная ерунда. И собес, правда, продолжался он достаточно долго, там больше часа мы это общались, обсуждали, мне помогали, то есть мне давали какие-то наводящие вопросы, и я уже понимал, что эти районы, они различаются чем-то, я понимал, что для этих районов надо делать разный маркетинг, но, блин, у меня не было возможности просто сесть это загуглить во время интервью, вот, и как бы, ну да, я не пошел. Что опыт классный. Ну, да, мне понравилось, то есть, как бы, по крайней мере, ты уже получаешь что-то, что ты ищешь, ты получаешь собеседование, ты идешь, и как бы, ты знакомишься с людьми, ты рассказываешь про себя, ты делаешь какие-то выводы, вообще какая-то пища для ума. Ты молодец, конечно, прям вообще красавчик, потому что я тут сижу на твоем рабочем месте, ты вообще не сдался, ни разочку. Не сдался, нет. Но смотри, как бы всегда можно поднять ручки и все, пойти на дно, снизу обязательно кто-то постучит, начнет погружаться еще дальше, и куда тебя приведет, непонятно. Поиск работы — это же всегда какой-то творческий момент. То есть это ты должен как-то двигаться, ты должен искать эти зацепки, и плюс у тебя растет вот это количество, да, по чатам, по диалогам, кто у тебя есть. И, собственно, с этой базы ты потом работаешь плотнее, ты допушиваешь людей, ребята, если у вас там фидбэк по моему отклику, у меня самое долгое, я пушил HR, по-моему, порядка 5-6 раз, пока я тоже не получил ответ. Sorry, bro, can't track foreigners. Ну, то есть, да, там для иностранцев закрыто. Ну, то есть, человек, понимаешь, он читает, он тебе не отвечает. Но это... Чуть не расстроился. Ну, скорее не расстроился, это, знаешь, немножечко не в супер ресурсном состоянии. Ты Но больше дело в том, думаешь, что это не так. про тебя вообще, а просто потому, что на одного иностранца по законам Камбоджи надо нанять 10 мест. 10 мест. И как бы получается, что часть бизнеса, который постит вот эти вакансии, семейный бизнес, он не подходит, потому что они маленькие. То есть это больше либо какой-то крупный бизнес, вот как мы сейчас здесь в прогрессе, либо же это какие-то международные бизнесы, да, какой-то То есть корпорации. Но с корпорациями, видишь... Ну, смотри, есть же еще такой выход, как работать сам на себе, сотрудничая с разными мелкими бизнесами. Я думаю, да. И, наверное, это будет актуально для меня через год, 2, 3 или 5 в Азии, когда ты уже себя зарекомендовал, когда у тебя есть репутация, и тебе не надо сидеть, да. Маркетолог, у меня вот есть Грейс отель, я там проработала. Да. Так, по сути, вам настроить рекламу. да, так, по сути, сидеть, и это то же самое. Ты будешь звонить в компании, ребят, давайте чуть посотрудничаем. Это то же самое, что и поиск работы. Начинать лучше здесь, потому что в компании, чтобы разобраться вообще с местным менталитетом, познакомиться с местными ребятами, послушать какие-то их истории, как они искали работы, вот собрать какую-то вот эту матрицу. Еще люди такие, с которыми можно познакомиться. То есть Да. связи в нашем мире все равно решают многое.
Ну да, как это называется, нетворкинг, то есть ты набираешь какой-то пул из людей, кому с кем-то ты общаешься, с кем-то там это переходит в дружеские доверительные отношения. Это дружеские доверительные отношения, в моем понимании, это те люди, кому ты можешь написать, обратиться за какой-то помощью. Блин, у меня там что-то случилось, ты можешь там подстраховать, помочь, еще что-то сделать. Понятное дело, что... Или быть полезными. Или быть полезными друг другу, да, давай что-нибудь заколабимся, давай подвигаемся, что-нибудь мы с тобой намутим, что-нибудь прикольное у нас с тобой получится. Как ты сделал свой самый худший день, свой самый лучший? Как ты в итоге устроился на работу? О, это тоже достаточно долгенькая история. Из всей вот этой череды вакансий, которые я каждый день потреблял, и каждый день я откликался, писал, я попал на собеседование в Пномпене, компания интернет-сервис, которая занимается различными услугами там, не на камбоджийскую аудиторию, а на аудиторию, которая Штаты, Британия, Австралия, то есть тир-1 страны. У них интернет-сервис тоже связанный с тематикой йоги. Я пришел туда на собес, мне сразу дали тестовое задание. Тестовое задание — это проверка. То есть в интернете, когда ты общаешься, ты можешь юзать нейронки ChatGPT. Тут мне просто дали листок, порядка там 10-15 вопросов, и на них надо было отвечать. Ну, вот тебе ручка, вот тебе мозги, садишься и Всё пошел. на английском, Да, все на английском. Не могу сказать, что это были сложные задания. Это не какая-то там, знаешь, высшая математика или как строить ракетные двигатели. Мне даже очень сильно понравилось, что вопросы не тупые в теорию, да, расскажи нам, что такое маркетинг, да, или или что такое сетя. Ну, как бы предполагается, что ты должен это знать. Ты уже должен этим владеть. Но эти вопросы, они косвенно есть, потому что вопросы были в стиле: вот ты пришел на работу, у тебя вчера там было 1000 клиентов, сегодня у тебя 10 клиентов. Какие топ-3 твоих действий ты должен предпринять прямо сейчас, чтобы разобраться в ситуации и как-то это улучшить. Да, это творческий момент. Это письменно, да? Это письменно делаешь, а потом я общался, как бы это как шпаргалка для меня, мы это обсуждали. На эти 10 вопросов было ограниченное количество времени. Я не успел ответить на все, честно. То есть я изначально, прям, знаешь, это как часики тикают, время уходит, а я еще там на 5-й вопрос я в полной мере не объяснил, что я думаю там насчет каких-то метрик. Тоже немножко стрессово, но, как показала практика, это все окей. По сути, люди гонятся не за количеством ответов от тебя, а за образом твоего мышления, за логикой, за структурой твоей мысли. То есть я где-то уже здесь попал, и после этого было еще одно практическое задание. Это мы открыли сайт и, соответственно, обсуждали, что хорошо, что можно улучшить, что, например, какие-то новшества или технологии используют конкуренты, которые здесь нет на сайте. Тоже в целом свободная тематика для обсуждений, но она достаточно конкретна. Ты не можешь лить какую-то воду, ты же обсуждаешь какой-то сайт, вот у тебя какие-то идеи, что можем имплементировать. Этот собес прошел прям хорошо, на позитиве, потому что, знаешь, когда ты... Это было не как с Adidas, HR, с которым я общался, потом я понял, что это не HR, это руководитель офиса. У нее чуть более понятный английский для меня был, и как-то, то есть, когда это общаются два человека, да, два сапога пара. Вот она в интернете, она все понимает, и я тоже понимаю. И, знаешь, как-то смэчились, и, наверное, формат не столько не собеса, а вот этих посиделок, знакомства и обсуждения, но по бизнесовой тематике. Как оказалось, да, я уже говорил, владелец Anchor Grace — это Элейн Ян, у нее есть еще свои бизнесы, и, видимо, мое резюме отправили дальше на HR, которые были здесь, посмотрели, и мы с ней увиделись первый раз в Пномпене. Тоже первый раз это давай просто познакомимся, пообщаемся, расскажешь, что ты хочешь от этой жизни вообще, и что ты можешь в этой жизни, а я тебе расскажу, кто нужен мне и что могу я. Мы встретились, первые посиделки у нас порядка часа были. Тоже это неформальное знакомство, больше рассказать про себя, почему переехал, какой опыт, что умею, что люблю, что не люблю, да, обязательно проговорить, то есть какие-то вот эти подводные камни. И Элейн тоже достаточно подробно мне рассказала, кого она ищет, какие сложности хочет решить, какие у нее общие планы, там не долгосрочные, понятно, но в среднесрочной перспективе, связанные с этой позицией. Первую встречу провели окей, договорились увидеться еще раз. Я уже приехал сюда в Сием Рип, я пришел сюда в этот отель, мы ходили, тоже уже обсуждали более детально, да, мы проговаривали, это уже, наверное, знаешь, как операционка, то есть что тебе надо делать, какие задачи надо решать, как ты их будешь решать, что тебе нужно, чтобы ты для них решал. Это уже вот прям какая-то конкретика, да, специфика, вот с чем ты будешь работать, если у тебя
если ты получишь от нас оффер. Это все мы проговорили, все окей, договорились, и мы перешли к обсуждению контракта. То есть после... Всё серьезно. Все серьезно. И знаешь, в России, вот насколько я помню, все эти подписания договоров с российским законодательством, оно очень хорошо защищает тебя как сотрудника. То есть, если тебя решили там куда-нибудь выставить на улицу, ну, это ты идешь куда-то в трудовую комиссию, звучит, да, так, немножечко как бы банальненько, звучит, отдает немножечко там Советским Союзом и каким-то нафталином, но, блин, это работает. То есть, я сам знаю несколько ситуаций, когда трудовая комиссия очень хорошо взгрела бизнес, и мои знакомые, кто имел проблемы с работодателем, после визита вот этого трудового комиссара, они вообще закрывались в моменте, и прям все, бам-бам-бам, и зарплаты, и расчеты, и все окей. Здесь я, честно, не особо погружен, если вообще трудовая комиссия, наверняка она есть. Есть Ministry of Labor, да, это Министерство труда, которое диктует условия, которое контролирует этот процесс. Но я это к чему? В России, то есть у тебя вот эти контракты во многом, по крайней мере в нашей нише, в интернет-маркетинге, это фикция. То есть ты его подписываешь, по сути у тебя там что? У тебя прописана зарплата, твои должностные обязанности. Но, как показывает практика, у тебя в интернет-маркетинге у тебя прописаны обязанности по аналитике, но после аналитики тебе надо делать какие-то предикты, прогнозы, да, как будет должен работать бизнес дальше. Этого уже нет в твоем контракте, но ты все равно это делаешь. То есть в более в таком свободном формате. Здесь же контракты, они очень подробные, они описывают тоже, что ты можешь, что тебе можно, что тебе нельзя. В контракте прописаны, значит, условия, какие документы регламентируют, значит, твои активности здесь. Это есть еще книжка сотрудника, Employee Book называется, она тоже перечислена. Там же в контракте зарплата, там же в контракте плюшки, там же в контракте грейд. То есть это... Ну, да, после России меня это немножко удивило, и у нас ушло некоторое время на согласование всех этих поинтов, потому что это первое подписание контракта, и если ты делаешь это, ну, просто пофиг поставлю, непонятно, как тебе это может аукнуться через какое-то время. То есть уже сейчас я понимаю, в принципе, да, это все окей, для меня это сложностей каких-то не имеет. Но тогда, то есть я обсуждал эти пункты, почему, для чего, такой немножко ну, прям реально задушнил, как король душнил. Ну, это первый кейс, просто реально хочется разобраться. Да, и соответственно, финальный наш шаг был это согласование контракта, после и как бы предфинальный. Финальный шаг, это ты уже приезжаешь, ставишь подпись, не кровью, чернилами. Да, и со 2 февраля, да, у меня началось здесь мой испытательный срок, который сейчас пока еще продолжается. Класс. Андрей, спасибо большое тебе, что ты поделился. Ребят, я думаю, это мега полезная информация, потому что, ну, сколько у меня прямых эфиров было, один вопрос, всегда, как устроиться на работу. Вот вам пример живой сидит. Ты живой? Я живой, я живой, да. Живой, кто хочет, тот всегда найдет. Правда же? Да, кто ищет, тот всегда найдет. Это золотая поговорка. Блин, не опускайте руки, если вот прям... Это должна быть сформулирована как цель. Вот ты хочешь найти работу, мне интересно вот побыть, поконкурировать где-то вот на мировом рынке, вот в каких-то крупных бизнесах. Я это хотел, я это получил. Слушай, еще язык выучить за год, это прям... Ну, я бы не выучил. Ты выучил его до такой степени, что ты письменно смог ответить на вопрос. То есть я понимаю, что у тебя уровень может быть, ну, какой-то такой определенный, да, ну, нет предела совершенства. Дипломатично сказал, да. Но ты же ответил на эти вопросы, ты же здесь сейчас сидишь. Ну, я не только на них ответил, я еще дал объяснение, но здесь надо понимать, то есть в моей нише, в нашей индустрии, интернет-маркетинг, у тебя все термины, они интернациональные. Клик, импрессион, CTR, EPC. Надо словами между собой соединить. Да, логично желательно. одно и то же, и в целом, ну, ты даже на примитивном знании английского, ты себя можешь прям за шкуру вытащить, у тебя это получится. Я вот не уверен, что, ты знаешь, я могу описать на английском как-нибудь красиво прогулку по джунглям. Понимаешь, то есть какие-то уже, да, какие-то нюансы и детали будет достаточно тяжело. Английский нужен. Да, и могу рассказать историю про мой английский. Я как-то вот после переезда, уже здесь я сидел в Сием-Рипе, в кафешке, ну и как бы мне идет как бы я сижу в кафешке за столиком на улице, и идет навстречу девушка. Ну, почему-то не познакомился. Девушка симпатичная, все окей.
Понятное дело, наверное, на русском мне там что-то кричать не хотелось. Начать, наверное, хотелось бы с комплимента. Я ей хотел сделать комплимент про ее фигуру. И вот на этапе, когда она подходила, то есть на русском это очень прекрасно, да, там, девушка, ваша фигура, я последний раз видел такую где-то на картинах Боттичелли. Я не знаю, кто такой Боттичелли, но звучит как бы уверенно. Но в моменте... Главное, что не Рембрандта ты сказал. Да, ну ты понимаешь, в моменте, когда вот мы вот увиделись глазами, встретились, я пытаюсь эту русскую фразу в голове интерпретировать на английский, я понимаю, что ни хера не получается. И у меня с языка слетает очень тупая конструкция. Hello, you have a perfect body. Короче, всего в этой истории это была ее реакция. Она сначала снилась, как бы смотрела, что за херня. А после этого она очень сильно улыбнулась, и это очень зашло. И вот она мне что-то ответила, типа, там, знаешь, смысл, не останавливайся в изучении английского или продолжай его изучать. И я такой, окей. Ну, это классно. Ну да, это забавно. Как понимаешь, ну типа она мне помахала ручкой и ушла. Я сижу дальше в одну каску и как-то это... В общем, не сконвертила в этот раз. Это про английский. Учиться ему надо постоянно. Да. Если ты хочешь переехать куда-то работать, да, тебе надо изучать. И какой-то базис, понятно, есть. Но чтобы общаться с разными людьми, с разных индустрий, направлений, профессий, этот процесс, он просто бесконечный. Ну, я к чему хочу сказать, не доводите до совершенства. Очень многие люди себе кучу блоков ставят при переезде. Да. Ой, я не знаю английский. Но я когда переехала в Таиланд, я вообще не говорила на английском. То есть я его, несмотря на то, что я училась в 2 университетах, и в школе тоже изучала английский. Потому что там и не с кем говорить. Hello, I'm from London. I'm Ben, I'm 11, да, вот это вот, такой уровень у меня был английского. То есть можно с любым уровнем ехать и учить, главное не останавливаться. И столько сейчас бесплатного в интернете, в том же YouTube, столько бесплатных уроков, поэтому, ребята, прям сегодня можете начинать. Да, и, наверное, очень важный момент, совет насчет английского языка, это не стоит уходить в академичность. То есть вот то, что мы с Виталиком, с моим учителем учили времена, вот это все, мне уже, по-моему, на 2-й день работы здесь сказали, чувак, может быть чуть-чуть попроще. Типа, вот эти твои словоформы, когда ты там что-то делал в прошлом, еще оно там продолжалось, и сейчас это закончено, плевать, скажи, как, ну, про результат. Типа, как бы люди, которые здесь живут в Азии, это же тоже, это не Британия, это не Штаты, Да, это люди, для которых второй язык английский, и они интерпретируют, опять же, там, вот свой кхмерский язык на английский. Да. Не надо быть супер-мега вот этим академиком, который знает и соблюдает все вот эти правила переноса. Вот. Да, здесь больше про твою подачу, быть на позитиве и увереннее, и реально говорить проще. Вот. Не уходить в супер-мега перечисление, как пытался делать я. Отсутствие языка — это вообще не причина. Да, Это на базовом набирается. уровне, вот у меня друг живет в Пномпене, он когда переехал, он вообще ничего не знал, он через неделю уже что-то там может. То есть через 2 недели более-менее общается, через месяц. Ну, Да сколько я знаю здесь людей, за год все начинают говорить на каком-то, кто-то лучше, кто-то хуже, ну, общаться начинают все. Так или иначе вы не пропадете. Слушай, что хотела спросить. Да. Вернемся Давай. в нашу реальность. Здесь вот ты работаешь в классном отеле, да, и здесь все такое прям, ну, лакшери. Очень мне нравится. И люди, наверное, останавливаются. Да, я знаю, что тут и суперстар останавливались в этом отеле. Да, то есть и актеры заезжают. Ну и обычные, естественно, люди, их большинство. А плюшки у тебя есть? Ну, я не знаю, ты там в бассейн можешь пойти поплавать с Тимати? Если он сюда приедет. Да, я бы, наверное, предпочел поплавать с какой-нибудь Яной Кошкиной, Илоном Маском. например. Спасибо, что не с отцом. С Яной Кошкиной, видишь ты? С Илоном. Сорян. Плюшки есть. Оно все учитывается ВКонтакте, оно зависит от твоего грейда. Грейд — это условно уровень в иерархии, по тому, что ты здесь делаешь. Там, понятное дело, человек, который На каком лесенке? ну, давай пишем, человек, который условно поднимает, опускает шлагбаум, по-моему, это 12-й грейд, это самый последний. Я нахожусь на 4-м, то есть у меня не хватает... Ты близок к богам. Я близок, это делится по-другому, я близок к людям, которые принимают решения. То есть я не могу принимать решения, условно, там, давайте сейчас выделим бюджет 10 тысяч баксов, пойдем покорять Google, или там на 50 тысяч долларов идем покорять TikTok. У меня этих полномочий нет. Но у меня есть полномочия как раз таки нагенерить вот эти идеи, сколько мне нужен бюджет, куда мы идем, почему мы это делаем, и что мы хотим увидеть в конце. И я прихожу непосредственно к человеку, который мне говорит, вот здесь галочки, окей, делаем, вот здесь зачеркиваем, просто неинтересно.
Вот, решение принимает либо владелец, либо ревью-менеджер. Это мой непосредственный руководитель, ее зовут Кунтея, Со Кунтея, так же как Вика и Виктория. По плюшкам, значит, вот для моего грейда, что подходит, это проживание здесь в отеле. Да, но Прям в номере? к сожалению, нет. Ну и там не особо большое различие. Это помещение для сотрудников. Это не большая комната, где живет там 40 человек. Это конкретно мои апартаменты, где проживаю я. Соответственно, по плюшкам это еще частично оплачивается питание. То есть я могу приходить питаться в местном ресторане. Нравится местная кухня, все супер. И да, и посещение всех местных бизнес-юнитов, как я их называю, АУМ, йога-центр, Махалая спа, Меру джим. Были бы у меня дети, отвел бы их в Only Kids, оставлял бы там. То есть, да, могу пользоваться, для меня это все открыто. Очень прикольно. А проведешь экскурсию нам по отелю, покажем зрителям, как выглядит в Камбодже 5-звездочный отель? Давай здесь. Да, и здесь очень много всего того, что если вы живете в другом месте, вы сюда можете приходить и пользоваться. Да? Давай, я без проблем, я проведу А еще все где ты покажу. живешь? Очень хочется посмотреть, как живут сотрудники. Давай, без Супер, проблем. пойдем. Пойдем. Вот это место, где проживают сотрудники, здесь в отеле. Пойдемте, покажу, продемонстрирую, но конкретно мои апарты, скажем так. На крыше, короче. Да, Андрей, который живет на крыше. Карлсоны практически. Пойдем. Не, ну а что, это почти руфтоп по местным меркам. Ну, практически так и есть. Да. Вот это получается моя зона. Живу здесь. Здесь получается комната. Кухня. Кухня, да. Но, как ты понимаешь, здесь гораздо проще себе заказать. Еду. Да, чем что-то готовить, потом мыть посуду. Как будто бы, Понимаю. да, как будто бы я нашел свой дзен, скачав вилку. Выглядит это вот так, собственно. Ну что, все, что надо. Батарея белых рубашек, да, большая кровать. Вот, я, конечно, айтишник, я не особо набожный, но вот ребенки подарили родители и сестра, я не могу их. Ну и правильно. Да? Пусть все бога будут рядышком. У меня еще стоят Будда, Шива, Вишну, все рядышком. Слушай, ну отлично, что, хорошее жилье, в принципе, для рабочего жилья. Да. К тому же с таким вот выходом. Да, и есть микроволновка. Ой, вон она я. Привет. И вот это вот важное место. Это твоя личная? Да, это моя То персональная. есть никто Вот, сюда больше не да, заходит. можешь поснять. Кто-то живет, может себе позволить 2 квартиры, 2 машины. Я себе позволил 2 зубные пасты. Вау! Ничего себе! Ребята, видали? Мы сейчас еще кое-что посмотрим, да? Да, пойдем, я тебе покажу спортзал. Один из немногих спортзалов, Это я люблю. в которых включены кондиционеры во время занятий. Пойдем. Вот сразу видно, человек смотрит мои видео. Да, я Все видел. боли мои знает. Да, это наш фитнес-центр, он называется Меру. Для всех, не только для гостей. Да, вы можете Hello. приехать. Hello, guys. Ресепшн. Yeah, can you please help us? Yeah, thank you, dear. Да, это наш Меру. Здесь это Меру M-Juice Bar. Я здесь, понятное дело, по утрам. Я здесь всегда беру себе кофе. Те, кто занимаются здесь по утрам, различные коктейли. Пойдем покажем. Пойдем. Здесь свое меню, отличное от Grace Cafe. Есть дринк-меню. Полезное, короче, да? Да. Кофе, чай, пребиотик, дринк есть, электролиты. В общем, все как и положено в хорошем фитнес-центре. Все именно Покажи зал. так. Пойдем. Здесь как раз-таки я про это говорил. Расписание, ну, здесь конкретно расписание про Меру. Это фри класса. Вы можете прийти позаниматься кунг, хмер, боксингом. Или, например, Рэнди проводит очень крутые тренировки по хайрексу. Но если вы идете на эту тренировку по хайрексу с Рэнди, забудьте про ваши планы идти куда-то после этого. Вам надо будет лечь, полежать и прийти в себя, немножечко передохнуть. То есть хорошо потренироваться здесь можно. Здесь прям можно, да. Также продаются различные протеины. Да, это, кстати, вот камбоджийский бренд. Хочу обратить внимание, что это натуральный протеин из тараканов. Из Кузнечиков. Кузнечиков, вот вам.
Видите? Так, ну, раздевалки я вам показывать не буду, как бы мне, Ну, наверное... они есть. Да, не хотелось. Вот она, девичья. Так, вот так нельзя делать, я Вот так понимаю. делать нельзя. Я извиняюсь, я не добавил тебя в список клиентов, поэтому мы немножко хакаем эту систему. Значит, Чувствую себя, как будто я в метро проскочила зайцем. значит, спортзал трехэтажный. Первый этаж вы все видели. Второй этаж – это зона с эквипментом. О, какая красота. Yes. Очень здорово. Единственная в Сiem Reap гольф-комната. Как тебе, Галя, Ух хочется ты. сыграть в гольф? Конечно. Гольф. Я ж профессиональный гольфист. Заходи. Вау. Прикольно. То есть гольф-комната звучит, как здесь будет сейчас гольф-поле. Да, но оно есть, но оно электронное. Это, Ага. насколько я знаю, здесь в Siem Reap единственный тренажер, который поставили. Достаточно популярная услуга. Очень много людей сюда приходят погонять шарики, побить шарики. Я даже не знаю. Тренироваться, Честно, прицельности удара, я так понимаю. В общем, это симулятор. Да. Ага. Давай попробуешь нанести вот парочку ударов, Галь. Давай. Так. Понятно вам, каково? Тайгер Вудс, Yes. бойся, I like to try, мы идем. but I'm not sure. Yeah, it's already green, so we just Попасть бы по мячику, бы самое главное. Задача моя, да? Ну, кстати, он прокатился чуть-чуть. Так. Не стесняйся, Галь, со всей силы. Во всю Ивановскую, как говорится. Ты погляди. Я в траву его укатила. Чтобы вы знали, это первый раз мой в жизни вообще я держу эту штуку. И я не промахнулась по шару. Я считаю это хорошим результатом. Да, эта штука, кстати, называется клюшка. Вот. А шар? Шар, Мяч. ну, он так и называется, бол. Вау! Мимо лунки. Yes. Акунчиран, very interesting. Очень прикольная штука. Так, вот здесь вот есть у нас чудо-штука О, да. для девочек. Это вот этот вот лесенки вот эти. Они мало где есть в залах. Да, давай, наверное, начнем с конкурентного преимущества этого Давай. зала. Оно состоит в том, что здесь не выключаются кондиционеры. Никогда. Никогда. То есть Ага. на время работы здесь они всегда включены, тебе не жарко, ты можешь спокойно Это потренить в любой классно. степени интенсивности и чувствуешь себя комфортно. Сейчас я вам расскажу историю, почему мы про это заговорили. Как бы логично, да, что кондиционеры не выключаются. Но не тут-то было. Я приходила в залы, Да. кто меня смотрит давно, вы знаете, я хожу в зал за $1 или за $5. И прихожу за 5 специально днем, чтобы народу поменьше, потому что там есть кондиционер, потому что на улице 36 градусов, а то и 40 было. Да, А кондиционеры не включают просто, и там стоит духотище, вентиляторы, то есть я бы лучше тогда пошла бы вот за $1, потому что там прохладнее, там сквозняк. Да, там хотя бы Вот. продувает. Ну и смотри, я вот, например, люблю в начале тренировки, мне надо куда-то пробежаться, да, сделать кардио. Мгм. И если кардио происходит и под кондеем-то может быть жарковато, если это большая интенсивность, Да. ты больше, чем 10 км в час себе поставил скорость и бежишь. Поэтому для меня это в первую очередь это расположение, это кондиционеры и плюс это экип на все группы мышц, которые тебе хочется, Мгм. которые тебе не хочется, приходи и трень. Ну, классно, ребята. Короче, еще один зал вам показала. Он действует для всех, не только для гостей. Но если вы гость отеля, вам вообще хорошо. Вам Да, вообще красота. это зона второго этажа, как раз таки с экипой, но здесь есть еще третий этаж, где как раз таки проходят групповые занятия, к нам приезжают достаточно много студенты, спортивные, футбольные, баскетбольные команды, которые здесь в Siem Reap от университетов, от еще кого-то. И когда им нужны какие-то групповые занятия с тренерами, мы их проводим на третьем этаже. Пойдем Мгм. туда сходим. Пойдем. Да, это зона третьего этажа. Здесь экипы уже поменьше, как вы видите. Это больше для групповых тренировок, для занятий Хайракс. И специальная зона для Кунгхмайер. Очень Кхмерский популярный. бокс. Кхмерский бокс, да. У нас преподавателя зовут Лонг.
Он провел больше 100 боев именно профессиональных по этому направлению, и он очень в понятной форме и очень доступно дает азы этого кунгхмайера. И плюс он умеет работать, это удивительно, он умеет работать с 3 типами аудитории. Первое, ну это понятно, парни, мужчины, как там правильно бить, как все это техника, как это все работает. Второе, это кунгхмайер для девочек. Не знаю, самооборона, просто там позаниматься. Он тоже это очень хорошо. хорошее, кстати, кардио на похудение. Да, полностью согласен. И плюс еще кунгхмайер для детей. Какую-то базу поставить, как это делать. Более подробный контент про это мы, наверное, сюда в этот выпуск вставлять не будем, но в соцсетях Миру это подробно всегда освещается. Ну, в общем, вы видели, вы знаете. Да. Да, и кому интересно вот тоже приезжать, да, потренироваться, можно прям специально приехать, потому что про кхмерский бокс спрашивают тоже, потому что Таиландия майтай, и это прям целые туры делают, сюда тоже делают. Вот. Но вы можете вот приехать в отель, заселиться и здесь с тренером заниматься. Да, и мне очень нравится, наверное, подход кунгхмайер с точки зрения не только тренеров, но и государства и правительства. Они очень много усилий и много всего вкладывают на продвижение этого как отдельного вида спорта. По-моему, уже есть заявка отдельно добавить его в Олимпийские игры. Ну и понятное дело, что здесь внутри азиатские, там это все присутствует, и люди им очень занимаются. Он действительно очень популярен. Представляете, здесь даже есть пилатес-студия с тренажерами. Любители пилатеса поймут, насколько это круто. Я думаю, больше, наверное, любительница, потому что подавляющее большинство клиентов, кто сюда приходит, это девушки. Ну и очень зря, кстати. Уважаемые мужчины, пилатес супер полезен для людей старше 35, скажем так. Всем уже пора на пилатес. Всех, короче, пенсионеры записала. Но это, правда, очень полезно. От лица твоей мужской аудитории могу сказать, для нас это выглядит как какие-то инструменты для БДСМ. Вот сразу понятно, кто на работе сидит. Что у вас тут происходит в ваших девчачьих компаниях, чем вы здесь занимаетесь? Нам, конечно, очень интересно. Спиной, здоровой и не только. Классно. Это очень здорово. Расскажи, где мы? Да, друзья, прямо сейчас мы находимся в нашем большом центре йоги. Он называется Аум. Это какая-то мантра, да, когда йоги делают йогу, они говорят «Ом». Да. Вот, Галя это знает, поэтому не мудрствуя лукаво, так и назвали этот йога-центр. Пойдем, покажи. Очень симпатично. Мне больше всего здесь нравится, да, вот этот панно Будда с Буддой. Сидит с длинными ушками. Ты знаешь, что у него на голове улитки? Нет. Это улитки. Ага. Да. Век живи, век учись. Вот. Спасибо. А я, кстати, хочу вам сказать, что этот йога-центр это для всех. Не обязательно вам здесь жить. Для того, чтобы здесь тренироваться, вы можете приходить. У них есть сайт отдельный, наберите Аум, вот так вот, и там расписание занятий. Я очень хочу сюда сходить. Да, я рекомендую посетить. Здесь очень крутые тренеры. Шива. Вот Шива – это главный, да, человек? Да. И девчонки, вот Ясмин и Малу. Она, кстати, здесь. Hello. Малу. Да, покажи нам классы, чтобы ребятам... Пойдем, да, посмотрим. Здесь йога-центр, он располагается, основные комнаты на 2-м этаже. Hello. Такой Это прям... основное пространство. Обычно здесь проходят различные тренинги у нас, которые не связаны с йогой, а какие-то профессиональные, как работать, тимбилдинги, разборы каких-то ошибок. Обычно мы делаем это здесь. Ну и ребятам, для тех, кто ищет, вот как у меня будет тур в ноябре, то есть я его не рекламирую, в смысле там своя компания приедет, женский йога-ретрит. Вот заселились отлично. в отель, и здесь можно заниматься. Да, здесь зона для чего, для расслабона, почитать книги, подумать о вечном. Симпатичненько. Спасибо. Здесь девчонки проводят различные мастер-классы, проводят различные съемки, стримы, приглашают разных людей. Это получается комната для творчества. Это получается у нас средний зал, экипа.
Ты снимаешь коврики здесь. Если кто-то не умеет сидеть как настоящий йог, например, я, мне обязательно нужна вот такая вот подушечка. Без них я не могу. У нас раньше совещания проходили, то есть по 1,5-2 часа, и все местные ребята, вот они сидят, ножки скрестили. Я уже к завершению первого часа, знаешь, просто извертелся весь туда-сюда, 5-10. До сих пор не могу я привыкнуть вот к этой посадке, это очень трудно. 3 часа медитации, представляешь, в одной позе? Я не хочу про это думать. Да, это получается средний зал для групп. Там порядка, ну, сколько, 20-30 человек здесь помещается. Плюс иногда приезжают новые практики, когда не знаем, сколько народу посетит на первые занятия, как правило, бронируем этот зал. Если же какие-то групповые большие занятия, вот я тебе рекомендую посетить уроки от Ясмин или от Малу, они, скорее всего, проходят в большом зале, где есть еще различные приспособления для йоги. Я вот только здесь, например, узнал, что бывает еще йога, которая йога в воздухе. Вот, ты специалист. Ну, это сейчас популярная. Вот. Пойдем посмотрим. Да, вот они, полотна висят. Ага, еще вот такой вот зал. Так что, ребята, кто устраивает всякие йога-ретриты или свои какие-то занятия, здесь можно в аренду зал взять, да? Да, это, смотри, очень много запросов, они все, как правило, индивидуальные. Вот, то есть, смотри, здесь те же самые чаши для саунд-хиллинга. Кому-то они нужны, кому-то они вот, ну, не работают люди с этим. Кому-то нужны наши тренера, кто-то хочет конкретно работать с Шивой, с Ясмин, может быть, с Малу, а кто-то организатор ретритов, и они больше спрашивают про экипу, про место и про бронь. Из самого оригинального, что я слышал, это вопросы, насколько далеко находится детская школа Панлиу Kids, потому что организатор ретритов, она переживала, что приедет, по-моему, 15 девочек, дети будут бегать, кричать, мешаться. Не переживайте, никто здесь не будет бегать. Ну и все жители, гости отеля, они могут сюда приходить по расписанию, да? Да. Здесь это устроено таким образом. Есть бесплатные классы для гостей отеля, да, кто остановился здесь. Есть какие-то более сложные сессии, это уже за доплату. То есть расписание, оно у нас есть всегда на ресепшене, актуальная информация, она всегда там. Класс. Вот, рекомендую, посети. Не знаю, что ты предпочитаешь, утренняя, вечерняя йога, есть и такая, и такая. Я подумаю. Мы сейчас находимся внутри детского центра Панлиу Kids. Это место, где очень популярны экспаты, местные жители, те, кто работает, и тем, кому не с кем оставить своего ребенка, они привозят и оставляют здесь. То есть это как детский сад? Как детский сад и как развивающая школа. Пойдем посмотрим, что здесь есть. То есть вот это комната для творчества. Здесь день ото дня по графику собираются, делают поделки, отдыхают. Здесь не просто вот ты отдал своего ребенка, и он у тебя в песочнице сидит там до обеда и ждет тебя. Здесь действительно программа по тому, как с детьми проводить время. И самое главное, как проводить это время разнопланово. А преподаватели откуда? Преподаватели это... Откуда, в смысле, родом? Ну, они местные или это носители языка какие-то? Это носители языка, и плюс, все владеют английским. И чуть забегая вперед, вот, например, Камбоджа меня поразила одним из тех, что я здесь такое количество людей, которые говорят на 3, а то и 4 языках, я до этого в своей жизни вообще не видел. И это правда. Вот, например, Одри сейчас сидит она там на 1-м этаже, она говорит на 4 языках. Это вьетнамский, кхмерский, французский, английский. Вот так. Шон, другой мой знакомый, он говорит на китайский, кхмерский, английский и индонезийский, бахаса. Вот. То есть, как бы, класс. Я пытался в этом разобраться, почему так. Это дети от смешанных браков. Если у тебя, условно, мама из Камбоджи, папа из Индонезии, родился ты, они тебе дают вот эти 2 языка, плюс ты 3 по умолчанию уже учишь английский, а ты сверху, знаешь, вошел во вкус и еще накидываешь. Да. Такое часто здесь, да, в Азии вообще случается. И, кстати, не только с местными, с локалами, а и со всеми иностранными детьми, европейцами и русскими в том числе. То есть русский, английский в школе, местный язык, который уже там с друзей прилипает
Ну, например, если это вы в Камбодже живете, то кхмерский так или иначе ребенок как-то выучит все равно. Это другая комната для каких-то челленджей. То есть они здесь бегают, какие-то соревнования. Ну, то есть ты видишь, оно здесь все подготовлено. Это такое более спортивное. Классно. Да, в общий зал мы сейчас спуститься не можем. Там, много Там ребят, дети. да. Ага. И, например, одно из моих самых любимых мест здесь. То есть смотри, я не гость отеля, и я могу сюда привезти своего ребенка? Да, это одно из моих самых любимых мест здесь, конкретно в Pond Little Kids. Это, значит, кухня для детей здесь с кулинарными классами. Дети готовят разную еду, ну, под руководством воспитателей и, собственно говоря, потом проводят какие-то вечеринки детские, то есть полностью и приготовили, и покушали, посуду только потом за ними моют. Самое милое здесь, обратите внимание, на стол. Пойдем посмотрим. Этот стол, особенно когда он забит маленькими посетителями, да, которые... Так тут совсем малыши, да? Да, это выглядит очень мило и очень забавно. Да. А сколько стоит сюда привезти ребенка? Слушай, здесь продается это разными пакетами, и условно, если ты гость отеля, то ты можешь договориться по одной цене, если ты просто хочешь привезти это по другой цене, надо это дело смотреть на сайте. На сайте. Сайт в описании. Да. Окей. Пойдем в это царство звука. Я не побоюсь этого слова признаться, для меня это какая-то магия. Я в целом, ну вот больше айтишник, я про онлайн, для меня есть -1, 0 и единица. Саунд-хилинг, чакры, работа с ними, это как будто бы не совсем мое было, ровно до того момента, пока Дерри не сделал со мной эту процедуру. Это действительно работает, это просто какое-то сумасшествие. Галь, если ты расскажешь про механику, почему эти кристаллические чаши работают как-то с точки зрения энергетик, я сейчас могу чуть-чуть рассказать. Это, кстати, вот мастерица, да? Мастерица Дерри. Дерри та самая, кто владеет этим талантом игры на чашах, потому что чаши, кстати, очень интересные. Very interesting. Because I have from India. It's another look, another. Видите, они такие... Керамик? Sorry. Вот из материал. It's all crystal. Crystal. It's called this bowl called Agami crystal singing bowl. Yeah. Ага, то есть это прям какое-то стекло, но оно какое-то специальное стекло. Следующая тема. Sound healing – это когда вы ложитесь в отдых такой, да, закрываете глаза, и с помощью звуков вас погружают в трансовое состояние. Это то же самое, что мы поем звук Ом, что мы слушаем мантры на санскрите, только более быстрое такое погружение, да, потому что это до низа опускается, и вы вообще в другое измерение можете перелететь на самом деле. У меня были моменты, когда Дерри говорила, сейчас мы работаем с энергией твоих ног, и когда этот звук идет, ты не можешь ногами шевелить, то есть, ну, как бы, ты не спишь ничего, но вот она что-то делает, и у тебя не получается. Потом она говорит, мы переходим чуть повыше на часть живота, то есть ноги чувствуют себя свободнее, но вот живот, это он, как будто бы кто-то играет на нем, как на пианино. Я не могу это объяснить, это магия. Это магия. Yes. Это реальная магия, которая в нашем мире вообще необходима практически всем, как, собственно, и медитация, освобождение вас от ненужного, то, что вы впитываете, там, телеки, все вот эти ваши соцсети. Да, кстати, потому что это все уйдет, весь негатив уйдет. Вы можете в это прям не верить вообще, просто прийти и лечь, и оно само будет работать вокруг вас. Вот это да. Я советую. подтверждаю, сам прошел, это действительно работает. Ты же не через религию, не через веру это сделал. Ну вот и все. Так что, ребята, можете делать некоторые магические вещи, при этом не готовясь к ним, собственно. Да? Вас тут подготовят. Очень всех будет интересовать вопрос, я просто знаю, меня тоже интересует, сколько денег платят. Вообще не смотрел на этот вопрос в таком ключе, сколько денег я зарабатываю.
платят, это понятно, надо зарабатывать в первую очередь. Зарабатываю я в соответствии с моим контрактом, в котором есть, к сожалению, условия не распространяться про цифры. Но чтобы не быть душнилой, могу тебе сказать так, ну, по стандартному окладу, даже без процентов, это может быть на уровне зарплаты в Москве. Кого? Ну, такой же позиции, которая есть в Москве. Условно, в Москве самая низшая начинается где-то от $1000 доход, и там уже, как договоришься, кому как ты себя продашь, где-то 2, где-то 3, То есть больше 1000? где-то 5. Ну, больше 1000, да. Больше 2. Ладно, знаю я, что нельзя рассказывать. Просто с этим Ну, хотя контрактом... бы хоть какую цифру. Ну да, я даю примерный ориентир. Это есть не окладная часть, есть проценты, а еще в условиях контракта есть по истечении контракта, если ты его отработал без косяков, тебе доплачивается еще сумма в размере какого-то процента от всех денег, что тебе были заплачены за это время. Слушай, ну классно, потому что ты не платишь за жилье, за визу, Нет. за питание частично. Ну да. Все базовые то есть, потребности закрыты, можно Конечно, копить. конечно, условия созданы, да, надо... Условия созданы, им надо соответствовать, а не просто сидеть и торговать лицом. К сожалению, да, Хорошо. вакансии «хороший парень» и не существует. О, жалко. Hello. Вы посмотрите, куда меня он привел. Это спа, одно из крутейших мест здесь. Ну, это же опасные мероприятия меня заводить в такие. Понимаешь? Вот, везде красота. Пойдем, это массажный, получается, зона. Спа есть здесь, ребятушки. Потому что спрашивали меня гости, а есть ли отели со спа. Конечно, есть. отели Вот, со спа. пожалуйста, вам. Одно из самых крутых мест, что я люблю, это ванна под открытым небом. Если вот так подгадать тайминги, и ты окажешься в ванной во время дождя, это просто что-то с чем-то. Там еще есть бочка. И еще есть бочка, да. Ага. Ну, здорово. Бочки я не был, не знаю. Так, программа на сайте, наверное же, да? Да. Все на сайте, смотрите. Ребятки, смотрите, сколько всего здесь. Да, помимо спа. Is it free? Can you check this? Это японские бани. Когда я жила в Паттайе, там есть замечательные японские бани. Вот примерно так же они выглядят, только их там больше. Ну, это специальное место для японских бань. То есть, ой, как здорово. То есть тут горячая, 41,7. Да. Да, то есть японские бани, ребят, это когда вы по очереди из теплой водички добираетесь до горячей очень, а потом в холодную. То есть, смотрите, 37, потом 41, потом 15. Да. И вон сауна еще там есть, да? Да, Вот. Сауна. Это для всех гостей доступно, да? Гостей, отеля. Так что приезжайте, наслаждайтесь. В общем, сюда можно к вам как на курорт вообще-то приехать. Ребята, храм посмотрите, просто в курорт окунуться. Вообще-то так люди и делают. Да? Первые 2-3 дня это экскурсии по Ангкор-Вату, это поездки на Тонле-Сап, различные посещения. А потом отдых, приведение себя в порядок. Очень крутые массажи делают. Здесь массажистку зовут Рамуня. Это супер-мега-профи. Круто. Все, я вам всю программу расписала. Сначала приезжаете, Спасибо, Галя. здесь селитесь, и мы с вами 3 дня путешествуем. А потом Эндрю вас восстанавливает полностью. В общем, в отеле развлекайтесь, как хотите. Hello. Nice to meet you, Савадика. Вот эти золотые руки, которые Golden Hands рекламируют. Так что приезжайте, восстанавливайтесь. Окунчиран. Мне так понравилось здесь, что я, решила тут переночевать. Поэтому я взяла Макса. Вещей немножечко, 5 чемоданов. И мы сейчас пойдем смотреть номер. Пойдемте, я вам покажу. А у меня, кстати, вот есть уже карточка, номер 307. Приходите в гости. Yeah, so we have one restaurant over here, the Grace Okay. Cafe, open from 6:30 a.m. until
10 p.m. So Okay. the last order will be at 9:30. Spa yoga will be on the left hand side of the lobby. The spa open from 10 a.m. until 8 p.m. Last order at 7, and the yoga from 7 a.m. until 7 p.m. Okay. And for today we do have the workshop at 4 p.m. as well. So if you're interested, let us know. We'll distribute. Thank you very much. And, the gym will be on the right side of the lobby. Gym open from 6 a.m. until 8:30 p.m. daily. So on your right, I will be distributed. And also your room will be open from 6 a.m. until 8 p.m. So we are Oh, very nice. Потеплело сегодня. Опять. Вау. Кул. Жук, смотри, мы с тобой, если далеко ездить не можем, то вот прям буквально рядышком, и можно в отпуск поехать. В отель Грейс. Вау. Ничего себе. Yes, please. Так, ты... Вау, ребята. Это вообще отвал башки какой-то, если честно. Я не ожидала, что у меня будет такой номер. Ну, очень круто. Ну, то есть я как бы стандарт заказала. Я не знаю, просто стандарт. Ну, это квартира, это прям апартмент. То есть реально отель очень классный. Сюда можно приезжать, прям отдыхать. 5 звезд, что же вы хотели. Галя отдыхает по богатому. Ребятки, я еще попросила показать мне другие номера, какие есть, вернее, чтобы я вам показала. Поэтому пойдемте посмотрим. Тут есть прям большие, с много комнат. А вот это, кстати, мой номер. Это, оказывается, стандартный номер. Прикиньте. Сейчас я вам покажу номер аж на 10 человек, но на самом деле туда намного больше может вместиться. Начинаю я обзор с бассейна. Кстати, в этом бассейне вода без хлора. Для многих это очень важно. Ну и вот вы видите гостиную с прекрасным диваном, обеденную зону, кухню, большой холодильник. Да, места много. Места много. Это первый этаж. Сам номер не на первом этаже, это я, кстати. И вот на первом этаже этого номера есть комната с 2 кроватями. Вы сами загибайте пальчики, пожалуйста, сколько человек помещается. Лестница на 2-й этаж. Не поверите, но будет еще и 3-й этаж. Да, и здесь уже несколько номеров. Сейчас я вам покажу. Здесь есть вот такой номер, опять с отдельными кроватями. Тут есть душевая и ванная комната. И вот такой номер с большой кроватью. И, кстати, на диван тоже можно кого-нибудь еще тоже положить. Вот. И еще вот там вот в самом конце, я туда не дошла, но там есть еще один номер с 2 отдельными кроватями. То есть посчитали, сколько кроватей? А это мы идем уже на 3-й этаж. И 3-й этаж, он с мансардой. То есть он вообще как отдельная, видите, своя квартира со своей маленькой кухонькой. Здесь общая кровать. Это я засветилась. Вот. И такой вот выход на террасу. Тоже с зоной для отдыха, с лаунжем. И все, можно за всеми... Очень горячо мне стоять было. За всеми наблюдать с этого балкона, смотреть на красивое камбоджийское небо. И вообще от всех отделиться, от этой большой компании. И быть как бы отдельно. Вот. Так что еще можно попросить дополнительные кровати. В общем, 10 человек это официально туда вмещается, а так намного больше можно поставить доп. Кровати. Еще, вот видите, номера большие, так что они прекрасно вместятся. А вот это вот номер на 2 спальни, на классику. То есть, если вы едете с семьей, да, с детками, например, или 2 парами. Ну, 2 парами тут 1 кровать, видите, совместная для родителей, а 2 раздельная. 2 раздельных кровати. Вот такой вот классический достаточно номер. Ну, очень даже... Опять вам привет! Здесь у нас есть ванна, чтобы вы понимали. Не знаю, где свет включается. Вот. А здесь у нас кухня, можно готовить. Ну, в общем, это апартменты. Это прям можно здесь прекрасно, полноценно жить. И вот такой вид шикарный на бассейн. Вот. Так что, друзья мои, сейчас для вас будет сюрприз. Для тех, кто досмотрел до этого момента, как раз будет... Не переключайтесь. Друзья мои, теперь сюрприз для тех, кто смотрит меня специально. Отель приготовил вам
подарочек. Андрюх, расскажи. Да, специальный подарочек для всех подписчиков Галиного канала. Мы предлагаем скидку персональную 15% на размещение от одной ночи. Большая просьба предварительно перед этим связаться по контактам резервации. Это либо e-mail, мы его покажем, либо в Телеграме. Скинуть скрин этого промокода Галя from Cambodia. Да, Галя из скидка Камбоджи. для вас будет активирована. Ждем гостя. Приезжайте, или, друзья мои, вот это вот я сейчас на экран вывела, да, предложение само. Можете сделать скриншот, отправить, чтобы вам не писать, не запоминать кодовое слово. Да, и ребята сразу поймут, что у вас есть скидка 15%. Приезжайте, отель чудесный, реально очень классно. Но бронируйте заранее, потому что в сезон тут все забито. Да, спасибо тебе большое, Галь. Здесь что-то готовят. Прям на вот такой печке. О, как прикольно. Ага. То есть вот это здание, расскажи, пожалуйста. Это здание называется Нагар Холл. Значит, когда приезжают какие-то большие группы, больше 50-60 человек, в Грейс Кафе все не помещаются, и мы открываем вот это помещение. Это ресторан, все работает так же, просто будет большая посадка. Ну, или на новогодние всякие, да? Или на новогодние тусовки, да, вот сцена, которая еще с... Дай загляну. Можно зайти, да? Да. Вот, смотрите, то есть если вы большой компанией приедете, там человек 80-100, да, корпоратив, то у вас вообще может быть отдельный завтрачный. Здесь вы будете кушать. Кушать. Классно. Такой вот прям... В общем, организовать можно все. Так что, ребята, площади здесь есть. Для любого случая все есть. Очень здоровский отель. Я хочу у вас пожить. Заезжай в гости. На втором этаже здесь. Это именно ресторанная зона. Завтраки, обеды, ужины, полдники, кто там что хочет. А на втором этаже это конференц-зал. То есть какие-то мероприятия. Здесь же проводили вручение APWC, номинация. То есть именно для массовых мероприятий у нас зарезервировано именно вот это место вот здесь вот. Супер, хороший холл. Андрей, спасибо большое, что вы меня пригласили. Супер отель, мне очень понравилось. Зовите еще. Обязательно, с удовольствием Галя, тебе спасибо приеду. большое за приезд. Да, списались, договорились, приехала. Очень рад был тебя здесь видеть в гостях. Класс, ребята, прям искренне советую вам этот отель. Мне тут хорошо, вы уже поняли. Спасибо вам, что вы посмотрели. Приезжайте, скидочка у вас есть от меня специально, от Андрея. Да, тоже. да, и приезжайте к нам в Камбоджу, ко мне по экскурсиям, пожалуйста, обращаться почаще. Все контакты, как всегда, в описании. Пока-пока. Всем счастливо, пока-пока.